Итак, добрый день, друзья. Март у нас задался холодным, лежит снег. И я, в принципе, продолжаю катать бойлы. Как только начнет светать, сразу на рыбалочку, но уже подготовленный. Сейчас я хочу вам рассказать о рецепте бойлов коконут, или как сейчас это кокос и земляной орех. Бойл кокос, земляной орех я буду делать на основе запаховых свойств от трактанта Коконут Pro, серии Pro. Я зашел в том году в магазин, увидел привезенные баночки для катки бойлов и меня заинтересовало, я купил. Но в принципе в том году я ее не выработал полностью, у меня она осталась еще на этот год. Вот, буду использовать эссенцию эту. И также будет аромат, сейчас везде это продают, тоже от Starbaits. Это ликвид, здесь написано Tiger, то есть это земляной орех в чистом виде. Открываете его, он очень хорошо пахнет земляным орехом, обалденно. И в принципе он, когда я им заливал, летом пользовался, я в этом году первый раз им попользовался, он дает такую муть, на хорошую муть, такую, и такой умеренный запах, не резкий, а вот именно муть и запах такая приятная. В воде стоит, прям пленка такой поднимается, как облако. Вот. Поэтому я на основе вот этих ингредиентов эссенции пробиотика Коконут и вот этого ликвида буду делать. И в принципе я также буду в мой состав добавлять крошку, именно крошку кокосовую. Ее можно везде приобрести, она не дефицит. Ну, теперь к самому рецепту. Я раз вам сказал, что буду на жидкой части строить основу этого всего бойла, тогда я в принципе и начну сразу с жидкой части. Итак, жидкая часть для пыльков. Естественно, без весов никуда. Я добавляю вот этого ликвида. Но прежде чем добавлять, всегда его размешивайте. Все ликвиды вообще нужно мешать. — 200 грамм. Я шприцом уже заранее набрал отсюда, так как здесь узкое горлышко. Здесь 10 мл дипа. Мед 100 грамм. Мед я чуть разогрел, чтобы вот такой был не засахаренный, а хорошо растекался. Мед я сразу скажу, что я использую уже во всех видео, наверное, говорю, что это консерватор природный. И второе, вкусовое качество трактант. Ну и в принципе обязательно глицерин. Это здесь у меня 100 мл. Также я хочу добавить чик-тоник 100 мл. Хочу немного перемешать, чтобы не слоями было, а немного перемешалась эссенция с глицерином. Также глицерин хорошо выбирает запах, а потом отдает из бойла. Здесь 50 грамм соли, я уже заранее взвесил. Мелассы я буду добавлять по 100 грамм. Обнулю сейчас. Меласс, сразу обращу внимание, что она не магазинного, а мне приятель дал. Именно с завода чистили трубы, она концентрированная. Ну и в принципе последняя кукурузная патока 400 грамм. Меласс и кукурузная патока у меня стоят в доме. Если бы они стояли где-нибудь в коридоре, то я бы вот так не налил их. Потому что она сразу такая твердеет очень сильно. Поэтому заранее я, в принципе, занес ингредиенты в дом, чтобы комнатная температура была, чтобы нормально наливалось. Ну, на этом все по ингредиентам, по жидкой части для пыльков. Но я еще сейчас наведу 100 граммах диоксид титана, потому что диоксид титана не растворяется в обычной массе, и лучше растворить такой в теплой воде, чтобы его все свойства раскрыть. Так что вот сюда я сейчас возьму этот порошок, я его возьму в размере, наверное, 15 грамм. Потому что так как кокос, в принципе, белый бойл,
большинства производителей, будем делать светлый. Все, 15 грамм диоксид титана. И вот я сюда долью воды горячей из-под крана, то есть не кипяток будет. Размешаю, как насколько могу, поболтаю. И добавлю. И выливаю. Ну и в принципе, как вы видите, когда при добавлении диоксида титана у меня вся жидкость сразу посветлела. Все, я немного размешал, потом дальше я блендером уже до конца все это сделаю. Сейчас я немного разберусь со стола. Итак, друзья, вторая часть, сухая, пылики делаем. Для того, чтобы сделать эти пылики, я некоторые ингредиенты добавил специально. Сейчас расскажу о каких, которые будут именно кокосово-земляному ореху близко. Ну, одна из самых близких тем — это кокосовая стружка. Здесь у меня 100 грамм. Я ее взял на миксере, вот на кухонном комбайне перемолол, чтобы она была чуть-чуть поменьше, потому что там большие такие они, вот крупинки. И они, в принципе, может быть и хорошо, что они большие, но я хотел сделать поменьше, чтобы они более распределились по тесту лучше, и когда всплывали, то мелкими были, когда бойл будет растворяться. И второе, я взял арахис обычный, там, жареный, снял с него пленку и перемолол. Здесь 100 грамм получается арахиса и 100 грамм кокосовой стружки. Ну, это вот то, что тематике соответствует было. Второй ингредиент, который я сюда добавлю, это 100 грамм обычной ракушки. Вот она уже молотая, на базарах продается. Почему я добавляю ракушку? Ну, первое, это Карл любит похрустеть ракушку. Ну и второе, все-таки у меня кокосовая стружка здесь. Поэтому кокосовая стружка будет давать более плавучесть бойлу. Я хочу его сделать все-таки, чтобы он внизу лежал. Поэтому 100 грамм. Здесь у меня 300 грамм сухого молока. Я все-таки хочу его побольше сделать, чтобы он более так молочный был. Также я увеличил немного дозировку. Это у меня манка. И под ней соевая мука по 300 грамм. Дальше у меня идет кукурузная мука 200 грамм и гороховая мука 200 грамм. Далее у меня идет 200 грамм пшеничная мука. Я немного уменьшил дозировку птичьего корма. У меня здесь 100 грамм. Меня некоторые люди сейчас начали спрашивать, а почему вы не добавляете коноплю? Коноплю именно молотую, жареную молотую коноплю. Ребят, в описании будет ссылка на птичий корм, как готовится. Сюда входит уже жареная конопля, рапс, проса и лен. Я уже добавляю сюда, он уже есть. Я во все бойлы добавляю коноплю. Молотую, жареную, не наркосодержащую. Также я добавлю 50 грамм порошка куркума и паприка сладкая. Так как бойл пыльки, я хочу, чтобы их немного склеить, чтобы они подольше лежали. Здесь у меня 100 грамм клейковины. И мне задавали люди, как там плесень у них покрывается бойлы, как этого избежать, что это такое. Когда покрывается плесенью, то это получается грибок. Грибок это, то есть, означает, что у вас мука просто изначально купленная ваша мука, она уже заражена на грибок. Как решить эту проблему? Я нашел такой порошок Фадона. Вот, я здесь немного насыпал. Дозировку можно посмотреть в интернете, какая там, она очень маленькая, 1% к 1 килограмму идет. Это самое лучшее, как говорится, лекарство от именно грибка, чтобы не было вот этой плесени в пищевой промышленности. Ну и напоследок у меня вот здесь по 100 грамм. 100 грамм мясокостная мука, 100 грамм рыбная мука, 100 грамм пелец ред халибут молотый. Для чего я добавляю? Для того, чтобы увеличить процент белка в бойле, потому что большинство ингредиентов, они углеводные, и все-таки белок должен присутствовать в бойлах. Я его понемногу добавляю обязательно. Ну и в принципе последнее, это я добавляю аскорбиновую кислоту здесь в порошке. Для чего? Ну, так как у меня там... В общем, аскорбиновую кислоту любит сам карп, и также аскорбиновая кислота это антиокислитель. Вот. Белков. То есть здесь мясокостная мука и все остальные муки, вот он не даст разлагаться белком. Ну, в принципе, далее что? Вилка в руки и мешаем. Итак, друзья, ну что, замешиваемся. Я обычно блендером замешиваю очень быстро.
Ну, это получилась такая желтоватая, светлая масса. Пахнет очень сильно орехами. Кокосовая эссенция. Обалденно, в общем. Ну и теперь, в принципе, я здесь уже замешал. Буду сюда добавлять и замешивать самый такой процесс. Самое главное, чтобы здесь не было комков. Я всегда вначале вилкой замешиваю, а потом уже перчатки одеваю и перчатки. Так, друзья, получилась такая масса. Уже непосредственно перед самой каткой болов она настоится. И там уже тесто я уже доведу до того состояния, которое мне нужно. Либо оно само настоится и берет сейчас всю влагу. Если надо будет добавить, я добавлю уже перед раскаткой. Ну все, 20-30 минут. Ну что, друзья, тесто отстоялось. Надеваю перчатки. И буду пробовать, что с ними. Так, сейчас попробую без добавлений, без всего там раскатать. Если что, потом замешу. Тесто, с одной стороны, чуть-чуть суховатое, а вот когда его так менять начинаешь, он прям нормально. Поэтому сейчас вначале попробуем. О! То есть тесто второй раз, получается, в мясорубке перемешалось сильнее. И уже хорошо прошло. О, отлично! Ха, получилось! Сейчас я тогда тесто, так как 2 раза прогнали, то есть это говорит только о том, что надо 2 раза тесто сделать. Опа, один упал. То есть еще раз я сейчас замешаю тесто, размешаю его по-хорошему, и оно пригодно. Не всегда нужно разбавлять, иногда не хватает вот этой замешанности. Итак, друзья, процесс поближе, чтобы вы видели, как колбаска лазит, как скатывает. Ну вот, смотрите, с моей точки зрения нормально раскатывается, без всяких, ну, крайние 2, естественно, дефект. Вот, смотрите какие. По цвету они, конечно, больше взяли цвет этого ликвида, и какой-то такой он песочный получился. Ну, 2 не получилось, их в тесто, остальные все нормально получились. Друзья, смотрите, меня иногда спрашивают, тесто липнет на доску, и, в принципе, что с этим делать? Есть 2 варианта. Либо вы, когда катаете, и вы не следите за доской, масло может, в принципе, с бойлами скатываться, и ее нужно добавить. А второй вариант – это само тесто, состав теста. На состав теста влияет очень сильно манка. Манка должна быть твердых пород семалина, как я уже говорил не раз. Если такая марка продается, вот, я вчера видел в Океях. Второе, если слишком сильно липнет, а здесь все намазано нормально, то уменьшить процент манки. Если нету семалины, то просто манки поменьше. То есть можно как бы найти золотую середину и откатываться. Но лучше всего, когда мука всех пород твердая. И пшеничная, и кукурузная, и всех. Да, это трудно, уже затратно, когда вы ищете определенный сорт марку, но вам решать. Вы можете из обычных ингредиентов и немного мучиться,
с липкостью. У меня тоже бывает иногда, я откатал, там прилипло, я ее помыл, смазал маслом и дальше катаю. От этого никто не застрахован. Итак, друзья, я накатал 2 поддона. Здесь примерно 3 килограмм 300, 3 килограмм 400 получится. Особенность, это пылики у меня 24 диаметр. Особенность катки этих бойлов какая? То есть, так как я добавил туда ракушку, тесто липкое, все нормально, но ракушка именно разбивает это тесто. И поэтому, наверное, очень даже хорошо, что у меня электромясорубка. При загрузке туда тесто спрессовывается, перемалывается, плотнее делается. Поэтому колбаска выходит такая плотная, хорошая. Ну, в принципе, это особенность, наверное, именно этого рецепта. Можно заменить чем-нибудь утяжелитель, ракушкой, а более мелкой фракции какой-то. Это уже вам решать. Всем, кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь, друзья. Мне, в принципе, очень важно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, в комментариях напишите свои отзывы, как по вашему мнению, как удалось видео, рецепт. Ну и, в принципе, давайте общаться. Я предлагаю, уже несколько получилось вопросов от именно подписчиков, уже с пяток, десяток получилось вопросов. Что я предлагаю? Если вам интересно, я могу выйти на стрим. Что такое стрим? Я выйду в прямую линию с вами и пообщаюсь. То есть вечером можно запланировать часов на 7, там, к примеру, в субботу, поговорить с вами, пообщаться в течение часа, как на прямой линии. То есть либо это будет чат, я буду вживую отвечать, вы мне будете вопрос писать, либо мы можем выйти в скайп и напрямую общаться. Вы мне задаете вопросы вживую, я вам вживую отвечаю. То есть по этому вопросу тоже, пожалуйста, отпишитесь. Если наберется более 30 человек, желающих пообщаться, естественно, я сделаю стрим для вас и буду объяснять с моей точки зрения, ну и как делаю бойлы, и по монтажам, по удочкам, по выборам. В общем, все, что касается карповой рыбалки, любые вопросы. Так что до новых встреч, друзья!